Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать просто потрясающее объемное плетение. Расскажу, как его использовать в изделии. Поворотными рядами вяжем. Крючок номер 3. Пряжа у меня полушерсть, 390 метров в 100 граммах. Присоединяйтесь, будет много интересного и красивого. Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать, как я уже сказала, просто потрясающее плетение. Располагаться оно будет поперек, и вяжем его круговыми рядами. Раппорт высоту у нас всего лишь 4 ряда в этом плетении. Я его уже использовала неоднократно. И если вы начинающая рукодельница, под видео я даю ссылочку. Я выполняла точно такое же плетение круговыми рядами. Это немножко проще, если вы только учитесь вязать араны. Потрясающая вот такая повязочка получается. И вы можете продолжить и выполнить шапочку. Также на нее ссылка будет. Единственная шапочка на английском языке, но я шаг за шагом все повторяю. В принципе, если вы захотите повторить, вы уже, сделав и посмотрев повязку, довяжете себе макушечку. Приступим к работе, а мы, напоминаю, вяжем поворотными рядами вот такую красоту. Начинаем выполнение с 20 воздушных петель, то есть цепочки с 20 воздушных петель. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я выполнила цепочку из 20 воздушных петелечек. Далее я выполняю воздушную. И смотрите, во вторую петлю от крючка 1, 2 я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так в каждую петлю я буду выполнять столбик без накида. Всего у меня должно получиться 20 столбиков. Все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили наш ряд столбиков без накида. Все просто. И приступим к выполнению второго ряда. Здесь очень внимательно. Я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому и работу разворачиваю. Разворачивать будете всегда в одном направлении. Далее пропускаю воздушную петлю и вершинку столбика, видите, за дальнюю полупетлю. Мы с вами резиночку именно так будем вязать. Выполняем столбик без накида. Итак, я ввожу крючок в каждую вершинку вот таким образом и выполняю столбики без накида за дальнюю или заднюю полупетлю. Так мы выполняем с вами до конца ряда, не довязывая один столбик. Я покажу, как его лучше провязать. Я завершаю выполнение ряда столбиков без накида. У меня остается выполнить, смотрите, напоминаю, столбики мы за дальнюю полупетлю выполняем. И далее, вот мой последний столбик, видите, обе полупетелечки. И именно последний столбик и только последний столбик я буду провязывать за обе полупетли. И выполняю наш столбик без накида. Ряд завершен. Воздушная петля, работу разворачиваю. Пропускаю петелечку, вершинку столбика за заднюю полупетлю, ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Так я буду выполнять все мои ряды. В моем случае я провяжу 20 рядов резинки. Вот мы с вами вяжем третий ряд. Видите? Давайте я быстренько провяжу его и завершу выполнение вместе с вами. Вот таким образом. Все мы провязываем за дальнюю полупетлю.
аккуратненько. Все очень-очень просто. И напоминаю, что я провязываю 20 рядов резиночки. Вы можете провязать меньше, можете больше. Это все зависит от вашего желания. И вот смотрите, последний, да, мой столбик. Очень внимательно за обе полупетелечки. Просто не забывайте. Воздушная, и работу разворачиваем и продолжаем так вязать. Мы с вами выполнили 20 рядов нашей резиночки. Видите, красивая такая, эластичная она получилась. И еще раз хочу подчеркнуть, что количество рядов у вас может быть больше или меньше. Все зависит от вас. И приступим к выполнению подготовительного ряда. Это столбики с накидом. Я выполняю 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Работу разворачиваю, накид на крючок. И смотрите, я ввожу крючок в вершинку первого столбика. Провязываться мы с вами будем за обе полупетелечки. Ввожу крючок вот таким образом. И столбик с накидом. Далее я буду выполнять 2 столбика с общим основанием. 1 и 2. И еще раз точно так же. 1, 2. Далее 2 столбика ровно. 1 и 2. И теперь мы будем чередовать 2 раза по 2 столбика. 1, 2 столбика. И второй раз 2 столбика. И далее 2 столбика ровно. Далее опять 2 раза по 2 столбика. 1, 2. И опять 1, 2. И 2 столбика ровно. 1, 2. Далее опять 1 в эту же петелечку, 2. И еще раз 1, 2. И 2 столбика ровно. 1, 2. И теперь смотрите, у нас 3 вершинки осталось. Мы провязываем 1, 2, следующую вершинку 1, 2 и в следующую 1, 2. Я завершила выполнение. Вот такой у нас ряд с вами получился. Поскольку у нас будут косы, естественно, у нас наши столбики, ну скажем так, сожмутся и будет красивый узор. Мы набрали необходимое нам количество, распределили так, как нам нужно, и теперь приступим к выполнению основного узора. Раппорт высоту основного узора 4 ряда. Начинаем выполнение нашего первого ряда раппорта в высоту с 2 воздушных петелечек. Они у нас в работе не участвуют, а необходимы для перехода от одного ряда к другому. Немножечко подтягиваем и работу разворачиваем. Далее смотрите, накид на крючок. И я ввожу крючок и захватываю, вот видите, мой самый первый столбик. Выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее накид, и теперь я обхватываю следующий столбик только вот с изнаночной стороны, видите? И выполняю вогнутый столбик с накидом. Выполнили.
Далее 1, 2, 3, 4 накида на крючок. И теперь смотрите очень внимательно. Вот вершинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7-й мой столбик. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7-й столбик. И теперь над ним я ввожу крючок. Вот тоже, как видите, с лицевой стороны. Очень внимательно. И буду провязывать столбик с 4 накидами. Выпуклый. 1, 2, 3, 4. Выполнили. 1, 2, 3, 4. И опять столбик с 4 накидами выпуклый. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Всего мы таких выполним 4 столбика. Это 3-й. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Выполнили. Далее что мы делаем? 2 воздушные, 4 накида на крючок. И теперь возвращаемся к нашим пропущенным столбикам. И начинаем вот наш первый столбик, видите? Вот он. Я обхватываю. Его хорошо видно. И именно первый из пропущенных помним, да? И выполняем 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Далее 1, 2, 3, 4. Ввожу крючок вокруг следующего столбика. И 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Напоминаю, всего мы должны выполнить 4 таких столбика. Считаем. Это 2, это 3 над следующим. Все столбики с 4 накидами выпуклые. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И последний, 4-й над следующим. И вот смотрите, легко себя проверить. У вас должно остаться 2 вершинки, 2 столбика, видите, нетронутыми. Мы их провязывать не будем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Мы выполнили. Видите, вот такое красивое плетение у нас с вами получилось. Далее накид на крючок. И вот смотрите, мой столбик следующий. Я ввожу крючок с изнаночной стороны, выполняю вогнутый столбик с накидом. Накид и вокруг следующего вогнутый столбик с накидом. Вот такая красота у нас получается с вами. Далее 1, 2, 3, 4 мы повторяем все то же самое. Пропускаем 6 вершинок. Лучше проверьте себя несколько раз, чтобы не перевязывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7-я вершинка. Наш столбик. Также обхватываю. И начинаю выполнять столбик с 4. То есть мы выполняем вот точно такое же плетение. Не спешим, берем поудобнее и вяжем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4 и опять
Раз, два, три, четыре и 2 вместе. Раз, два, три, четыре. Считаем. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. Выполнили 4 столбика. Далее я выполняю 2 воздушные, 4 накида на крючок и возвращаюсь к моим пропущенным столбикам. Вот первый, да, я обхватываю первый из пропущенных, видите, и провязываю. Беру поудобнее. Раз, два, три, четыре. И провязала. Раз, два, три, четыре. Над следующим. Раз, два, три, четыре. И 2 вместе. Раз, два, три, четыре. Над следующим. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. И еще раз. Раз, два, три, четыре. И последний, да, 4-й наш столбик. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. Вот, смотрите, наше второе плетение готово. Вот такая красота у нас объемная с вами получается. Нам остается выполнить 2 вогнутых столбика. Видите, вот идут дальше столбики. Мы выполняем раз, два. Далее 4 выпуклых, просто столбики с накидом выполняем. Смотрите. Раз, два, три и 4. Видите? И теперь я выполняю вогнутый столбик. И над моим вот этим петелечками подъема я выполню выпуклый столбик. У меня не получится в данном случае, именно я выполню полустолбик. Смотрите, ввожу крючок в воздушную петлю и выполняю полустолбик. Вот такая красота у нас с вами получается. Первый ряд раппорта в высоту нашего узора готов. Далее мы продолжим с вами работу и будем выполнять второй ряд раппорта в высоту. Второй ряд мы начинаем с 2 воздушных петелечек подъема и работу разворачиваем. И смотрите, мы переходим на изнаночную сторону нашего узора. И теперь накид, смотрите, над нашим полустолбиком. Он в этом случае у нас 1. Дальше у нас будут выпуклые вогнутые столбики. Мы провязываем вогнутый столбик с накидом. Аккуратненько вот таким образом мы провязываем вогнутый столбик над ним. Видите? Далее накид. И теперь смотрите, по рисунку над выпуклым столбиком мы провязываем выпуклый столбик. Дальше у нас идут вогнутые столбики. 4 мы провязываем. Раз, два,
3 и 4. Выполнили. Далее у нас 2 выпуклых по рисунку, да, идут, видите? Мы вот провязываем. Вот прямо не просятся 2 выпуклых столбика с накидом. Напоминаю, мы работаем по изнаночной стороне. Далее у нас идет наше плетение, и опять же мы провязываем вогнутые или изнаночные столбики. Считаем 1, 2, 3. Обязательно следите, чтобы столбик ни один не потерялся. 4. Дальше под арочку мы провязываем просто 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее накид и выполняем еще 4 столбика. 1 изнаночные, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее у нас, смотрите, по рисунку идут выпуклые столбики. 1 и 2. И дальше идут по рисунку. То есть как в этом плетении. Точно так же делаем. 4. 1, 2, 3 и 4. Далее 2 столбика. 1 и 2. Напоминаю, мы с вами работаем по изнаночной стороне. Далее 4 изнаночных вогнутых, изнаночных или вогнутых их еще называют. Все столбики с накидом у нас идут. 1, 2, 3 и 4. И теперь смотрите, у нас идет с вами выпуклый. Вот он, видите, столбик. И вогнутый. Напоминаю, мы работаем по изнаночной стороне. Далее я выполню сразу 2 воздушные петли для перехода от одного ряда к другому и работу разверну. Мы работали по изнаночной стороне и выполнили 2-й ряд раппорта в высоту. Еще раз повторюсь, раппорт в высоту всего лишь 4 ряда, и теперь мы будем выполнять 3-й ряд нашего раппорта в высоту. И мы приступаем к выполнению 3-го ряда нашего раппорта в высоту. После того, как мы выполнили 2 воздушные петли, напоминаю, они у нас в узоре не участвуют. Это просто для перехода от одного ряда к другому. Я выполняю выпуклый столбик. И они, видите, дают возможность нам именно выпуклые вогнутые столбики вязать. Потому что если бы мы не выполняли эти 2 воздушные, нам бы очень неудобно было в начале выпуклый столбик вязать. Далее я вяжу вогнутый столбик. И теперь смотрите, накид над нашими 4 столбиками я выполняю просто 4 лицевых столбика. 1, 2, 3 и 4.
Далее я выполняю над нашими двумя столбиками 2 изнаночных. Все достаточно просто, нужно быть просто внимательными. Раз, два. И хочу обратить ваше внимание, я забыла в начале ряда сказать, мы работаем с вами по лицевой стороне. Ну, это видно, конечно, но все равно я буду напоминать. Где-то у нас с вами ниточка, видите, вон зацепилась. Провяжу еще раз аккуратненько. Вот таким образом все. Изнаночных 2 столбика у нас готово. И далее мы будем выполнять с вами вот такое плетение, но на вот этом участке, и немножко мы его изменим. Что мы делаем? Раз, два, три, 4. Я пропускаю 6 вершинок, то есть вот 4 столбика, 2. И над следующим столбиком, над седьмым, да, или над седьмой вершинкой, у нас столбик, потому что выпуклые столбики, в общем-то, мы выполняем с вами столбики с 4 накидами выпуклые. Поэтому корректнее сказать не над вершинкой, а над столбиком. И вяжем 4 столбика с 4 накидами. Здесь ничего сложного. Все делаем точно так же, как мы выполняли ранее. Смотрите, чтобы ваши столбики были аккуратными и одинаковыми в высоту. Видите, я вот при провязывании прямо придерживаю. 3, 4. Вот. Раз, два, 3, 4. И вот такие у нас столбики с 4 накидами. Далее 2 воздушные. И теперь смотрите, я буду выполнять опять же 4 столбика, 4 накида, но не перед работой, а за работой. То есть я перекидываю мои столбики вперед и возвращаюсь к моим пропущенным. Я захватываю вот вершинку, далее я вот таким образом беру, убираю эти столбики, я потом все поправлю и буду вязать и держать, как мне удобно. Раз, два, 3, 4 и 2, опять 3, 4 и опять раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4, раз, два, 3, 4 и 2, и еще раз столбик с 4 накидами. Видите, вот мой столбик, и я провязываю раз, два, 3, 4 и 2. Я останавливаюсь, и видите, вот красивое переплетение такое, очень объемное, и в то же время достаточно просто делается. Далее над нашими 2 столбиками 2 вогнутых, раз и 2, и над нашими вот этими столбиками мы выполняем точно такое же переплетение. То есть что мы делаем? Я выполняю 4 накида на крючок, пропускаю 6, и ну вот видно уже, да, у нас вот наши выпуклые 4 столбика, и над ними провязываем. И считаем раз, два, 3, 4 и 2 вместе. Плетение точно такое же, абсолютно. Я провяжу его вместе с вами. 3, 4, раз, два, 3, 4 и 2, раз, два, 3, 4, раз,
2, 3, 4, 2 и еще раз. Раз, два, три, 4. И мы с вами провязываем. Раз, два, 3, 4 и 2. Далее 2 воздушные. И как и ранее, помним, да, столбики с 4 накидами мы провязываем за работой, то есть за вот этими столбиками. Мы их как бы опускаем вперед, а сами столбики будем провязывать за вот этими нашими столбиками, чтобы красивое плетение получилось. И считаем. Раз, два, 3, 4, 2. Столбик с 4 накидами. Раз, два, 3, 4, 2. Еще один. Это третий. Здесь можно не считать, уже очень хорошо видно по нашему рисунку. И четвертый. Видите, вот он, да, последний остался, который мы не провязали. Раз, два, 3, 4 и 2. Я остановлюсь. Вот смотрите, какая у нас с вами красота получается. Такой объемный, я бы сказала, бархатный прямо получается узор. Накид. Далее мы провязываем вогнутый столбик и выпуклый. Такая красота. И напоминаем, работали мы по лицевой стороне, завершили выполнение третьего ряда нашего раппорта в высоту. Мы с вами приступаем к выполнению четвертого ряда раппорта в высоту. Это последний ряд. Я выполняю 2 воздушные петелечки, работу разворачиваю. Напоминаю, работать мы будем по изнаночной стороне. И накид на крючок я выполняю вогнутый столбик с накидом. Далее выпуклый. Видите, у меня прям по рисунку идет. И далее я выполняю вогнутые столбики над нашим плетением. Считаем. Раз, два, 3 и 4. Выполнили. Далее над арочкой 2 столбика с накидом просто. Раз, два. Далее опять 4 вогнутых. И здесь просто внимательно, чтобы у нас ничего не потерялось. Раз, два, 3 и 4. Далее 2 столбика выпуклых. Раз. То есть вот как они по узору, да, у нас идут. 2. Далее опять у нас с вами будут вогнутые. Раз, два, 3, 4. Накид. Далее раз, два,
И далее опять вогнутые. Считаем. 1, 2, 3 и 4. Видите? Работаем по изнаночной стороне, напоминаю. Далее у нас с вами по рисунку 2 выпуклых. 1, 2 и вогнутые. Считаем. 1, 2, 3 и 4. Далее завершаем ряд. Видите, вогнутый. Ой, прошу прощения, выпуклый. Ну, их видно, да, прям выпуклый. И вижу выпуклый. И вогнутый. Здесь очень внимательно смотрите, вот 2 воздушные петелечки, чтобы они просто у вас не попали в работу. Вы, то есть, вводите крючок, обхватываете свой столбик. Просто аккуратно и внимательно. И выполняете в данном случае выпуклый и вогнутый. И теперь напоминаю, это был 4-й, последний ряд у нас, раппорт в высоту 4 ряда. То есть последний ряд нашего узора. Я имею в виду раппорта в высоту. Вязали по изнаночной стороне. Работу мы переворачиваем. И вот смотрим. Такая красота у нас получается. Очень красивое плетение. И видите, эластично все получается, красиво. И теперь смотрите, мы будем начинать вот с нашего самого первого плетения. Я начну работу, вы продолжите самостоятельно и выполните косу или плетение на необходимую вам длину. И я повторюсь, мы выполнили раппорт в высоту и начинаем выполнение или повторение нашего раппорта. Я возвращаюсь на изнаночную сторону, 2 воздушные петли, работу разворачиваю. Накид выполняю выпуклый столбик и вогнутый. Далее 4 накида на крючок, видите. И теперь мы пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот наши 4 столбика, над которыми мы будем вязать. Я еще раз скажу, я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно. 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. То есть видите, да, вот я начала выполнять вот это наше плетение. Вот оно у нас будет выполняться. И так вы выполняете наше плетение или косу на необходимую вам длину. Мы с вами выполнили косу на необходимую нам величину. Скажу сразу, что у вас может быть она немножко длиннее, немножко короче. Вы именно величину уже повязочки сможете регулировать за счет вот этой резиночки. Это очень удобно. Вы потом, после того, как мы с вами начнем выполнять резиночку с этой стороны, вы сможете ее сделать больше или меньше. В моем случае в свободном состоянии, не растянутом, именно величина косы, ее длина равна 28 сантиметров. Вот видно. Видите, да? Повторюсь, у вас может быть немножко больше, может быть немножко меньше. Все зависит от того, насколько вы хотите, чтобы ваша повязочка сидела на голове более свободно или более растянута. Ну и опять же регулировать можно вот этой резинкой, ее можно еще больше сделать или меньше. Смотрите, коса у меня в свободном состоянии, она очень эластичная. Видите, да, прекрасно
смотрится, красивая, объемная. И мы с вами продолжим нашу работу. Я рекомендую завершить выполнение вашей косы, прежде чем перейти к выполнению, да, резиночки. У нас с вами еще будет переходной ряд. Вот именно на плетении. Видите, то есть вот мои столбики. Именно на плетении я остановилась. И теперь по изнаночной стороне я буду выполнять переходной ряд. То есть вот смотрите, с этой стороны я быстренько вам покажу. Помните, мы добавляли наши столбики, а здесь мы будем сокращать. Приступим к работе. И начинаем выполнение нашего ряда с 2 воздушных петелечек подъема, работу разворачиваем. Точнее, у нас даже это не петли подъема, а петли для перехода от одного ряда к другому, да? Накид на крючок. И смотрите, мы вяжем по узору, только столбики у нас будут с вами с общей вершинкой. Мы вяжем незавершенный вогнутый столбик, далее незавершенный выпуклый и общая вершинка. Далее накид и вогнутые столбики по узору, да, у нас с вами идут первый незавершенный и второй и общая вершинка. Накид, далее первый незавершенный и второй и общая вершинка. Далее под арочку мы провязываем просто 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее накид и опять же первый незавершенный столбик, второй и общая вершинка, первый незавершенный столбик и второй. Напоминаю, столбики у нас вогнутые или изнаночные с накидом, общая вершинка. Далее у нас 2 лицевых идут без изменений, раз и 2. Далее продолжаем. И точно так же, как над этим плетением, мы выполняем и здесь. Накид, первый незавершенный и второй и общая вершинка, первый незавершенный и второй и общая вершинка. Далее 2 столбика с накидом ровно под арочку, раз, два и вновь первый незавершенный, второй, общая вершинка, первый незавершенный и второй и общая вершинка. Далее у нас 2 столбика лицевых или выпуклых, раз, два и первый столбик незавершенный, второй, общая вершинка и еще раз первый незавершенный и второй, общая вершинка. И здесь внимательно первый незавершенный и второй,
Здесь у нас лицевой и изнаночный с общей вершинкой. Мы завершили выполнение нашего ряда. И теперь можем приступить к выполнению первого ряда резиночки. Как мы это делаем? Мы выполняем одну петлю для перехода от одного ряда к другому. Работу я разворачиваю и провязываю столбики без накида. Смотрите, вот самый первый ряд я провяжу, захватываясь за обе полупетли. А потом, как в нашей резиночке, мы будем захватываться за дальние. И обязательно себя проверяем. У нас должно получиться 20 столбиков. Смотрите, я выполнила петлю, да, пропускаю ее и в вершинку столбика ввожу крючок и считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и последний 20 столбик, нашу вершинку. Мы с вами выполнили все верно. У нас получилось 20 столбиков. Помним, да, у нас резиночка наша на 20 столбиков. И теперь мы все выполняем, как и выполняли ранее. Ничего сложного нету. Что мы делаем? Повторим выполнение, и вы продолжите самостоятельно. Воздушная. Работу разворачиваю, пропускаю воздушную, да, ввожу крючок и за каждую полупетелечку, кроме последней, последнюю мы с вами будем провязывать за обе полупетли. Где наша тут последняя? Очень внимательно. Вот она. И будем за полупетли дальние провязывать столбики без накида. Просчитываем. И последняя 20 петля или 20, точнее, столбик мы будем провязывать за обе полупетли. Я не буду продолжать, вы уже продолжите самостоятельно и выполняйте необходимое количество рядов. Я выполню, как и с этой стороны, 20. Вот этот ряд я не буду считать, а начну подсчет именно с вот этого ряда. Это будет первый у меня ряд, и еще остается выполнить 19 рядов резинки. Опять же, я хочу сказать, не обязательно у вас должно быть такое количество, оно может быть меньше, может быть больше. Мы с вами аккуратненько соединим. Можно вообще вот сделать, выполнить всего лишь один ряд и потом соединить. Все будет зависеть от вашего желания. Но я выполню 20 рядов всего и покажу, как соединить резиночку. И теперь мы с вами быстренько рассмотрим, как соединить наши две половиночки. Смотрите, мы с вами выполняем резиночку. Я уже неоднократно говорила, может быть буквально любое количество рядов. Вы уже подстраиваетесь под свое изделие, да, под объем головы. Мы находимся на изнаночной стороне, то есть видите, вот изнаночная сторона, как раз посмотрим, как она, да, выглядит. Очень красивая, тоже необычная, да. И вот смотрите, начало работы. Видите, да, вот я нить специально не обрезала. Это моя рабочая петля.
И дальше, что я делаю? Я выполняю одну воздушную петлю, которую мы всегда с вами, да, выполняем в начале ряда. И теперь смотрите, ввожу крючок в первую воздушную петлю, и на противоположной стороне я захватываюсь, как будто вот, да, мы с вами вяжем, мы пропускаем воздушную и столбик без накида за дальнюю полупетлю. То есть вот как будто бы мы с вами брали и провязывали ряд. И выполняю соединительную. Это же самое вы можете сделать просто с помощью иглы. Делайте как вам удобно. Мне удобнее делать крючком. Вот таким образом. И соединяем. Соединительные столбики или петелечки не затягивайте. Они должны четко повторять вашу, ну скажем так, вершинку вашего столбика. Потому что если вы затянете, у вас как бы шов будет затянутым. Я еще выполню раз, и дальше вы продолжите выполнять самостоятельно. Здесь все очень просто. Так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Мы с вами завершили наше соединение. Нам остается обрезать нить, убрать вдоль полотна. И вот такая красота у нас с вами получается. Аккуратненько, нежно соединение получилось. Да, вот видите, если растягиваем, его практически не видно. Напоминаю, вот так наша изнаночная сторона смотрится косы. И мы вывернем вот так лицевая. Все, наша повязочка готова. И смотрим еще раз, что у нас получилось. Наша повязочка готова, и в нерастянутом состоянии свободно мы посмотрим высоту нашей повязки. Смотрите, я покажу высоту в области косы. Это 9,5 сантиметра, видите. И там, где наша резиночка, здесь немножко уже. Это у меня где-то 7,5 сантиметра, видите. Сегодня мы с вами научились вязать потрясающее косуль плетение, научились вязать поворотными рядами. Раппорт высоту, напоминаю, всего лишь 4 ряда, вяжется очень просто. Сама коса располагается на 28 петлях, и мы добавили с одной и другой стороны петли для формирования полотна. Очень, видите, красиво, она эластичная. Пишите в комментариях, может, вы еще где-то используете такую косу. Под видео я даю ролики, где у меня это плетение выполнено круговыми рядами. И наша резиночка, да, из столбиков без накида. Вяжется просто, смотрится великолепно. Присоединяйтесь, до новых встреч и творческих вам успехов!